Тонны денег ввезены в РФ, Беларусь требует переговоров, а израильское оружие вызывает землетрясение. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Новых корейцев подвезли. Россия доукомплектовывает бригады. ЕС направляет дипломатический десант в Сирию. Сначала мы должны обсудить, на каком уровне мы взаимодействуем с новым руководством Сирии. Несколько сотен или даже тысяч человек могли погибнуть после удара стихии по Франции. Крыша оперативного центра улетела. Мы все оказались лицом к лицу с бурей. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Невероятный прорыв российской армии оказался работой ДРГ и уже ликвидирован. Об этом пишет ресурс Deep State. Но это не означает, что угроза миновала, и в Донецкой области продвижение продолжается. Силы обороны восстановили положение возле Колесниковки. Враг продвинулся у Зеленовки, Сторожевого, Дачинского, Часового Яра и в Новом Комаре. Это означает, что ВСУ выбили врага из Колесниковского леса, но, к примеру, в Курахово на юго-восточной окраине россияне пытаются продвигаться вперед. Северокорейская армия, задействованная в штурмах в Курской области, несет значительные потери, из-за чего подразделения доукомплектовывают новыми силами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Для восполнения потерь штурмовые группы усиливают новым личным составом, включая военнослужащих 94-й отдельной бригады армии КНДР. Ранее украинские военные опубликовали фото и видео, подтверждающие присутствие убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмовых операций. И мы говорили с вами в эфире «Нехта» об этом тоже. Сейчас, когда появились первые свидетельства, как именно они проводили наступательные действия, то это очень сильно похоже на то, что описано в книгах еще тех военных, которые принимали участие в Корейской войне. То есть, по большому счету, за более почти за 70 лет тактика особо не поменялась, но для, в принципе, России и Северной Кореи это вполне приемлемый вариант, поскольку они абсолютно не считают количество погибших, у них другие цели, это несколько десятков квадратных метров, или сотен квадратных метров, которые они смогут захватить. К тому же проблемы с коммуникацией существенно осложняют координацию боевых действий, особенно в условиях интенсивных пехотных атак с участием северокорейских подразделений. По данным Института изучения войны, эти трудности носят системный характер и, по всей вероятности, сохранятся в ближайшей перспективе. Это негативно сказывается на общей боеспособности войск в регионе и снижает их эффективность, конечно. Башар Асад вывез из Сирии несколько тонн евро и долларов Центробанка страны. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на конфиденциальные документы. Сирийские власти отправляли в Россию самолеты с крупными суммами наличных в долларах и евро, когда Башар Асад еще оставался у власти. По информации издания, перевозка средств, принадлежащих Центробанку Сирии, осуществлялась в 18-19 годах. Сначала вывезли деньги в Россию, а потом россиян в панике. Несмотря на острый валютный кризис, сирийское правительство переправило в московский аэропорт Внуково эквивалент 250 миллионов долларов наличными. Деньги в виде купюр номиналом 100 долларов и 500 евро весили около 2 тонн. Всего с марта 2018 по сентябрь 2019 было выполнено 21 авиарейс с наличными. Эти средства впоследствии размещались в российских банках. Также семья Асада тайно инвестировала в Россию, приобретая элитные активы, включая не менее 19 роскошных апартаментов в Москва-Сити общей стоимостью около 40 миллионов долларов. Наверное, за это заплатил Асад, чтобы российских военных встречали с почетом и провожали тоже.
Но сейчас Великобритания, к примеру, обещает выделить 50 миллионов фунтов на помощь Сирии, а глава европейской дипломатии призвала своих коллег начать работу с новым правительством и отрядила в Дамаск ответственного по региону. Сначала мы должны обсудить, на каком уровне мы взаимодействуем с новым руководством Сирии, а затем, какие шаги мы готовы предпринять, чтобы наладить с ними отношения. Так что для нас это не только слова, но мы хотим, чтобы и дела шли в правильном направлении. То есть не только то, что они говорят, но и то, что они делают. Я думаю, ближайшие недели и месяцы покажут, в правильном ли направлении они идут. И я думаю, что тогда мы также будем открыты для обсуждения следующих шагов. Израильский авиаудар вызвал землетрясение в Сирии. Минувшей ночью израильская армия нанесла мощный авиаудар по военным объектам в сирийской провинции Тартус. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, целью атаки стали склады с ракетами класса «Земля-Земля», боеприпасами, а также системы противовоздушной обороны. Сила взрывов оказалась настолько значительной, что сейсмографы зафиксировали колебания почвы. Этот обстрел стал самым масштабным в Тартусе с момента начала израильских военных операций на территории Сирии в 2012 году. Провинция имеет стратегическое значение, так как здесь находится единственная российская военно-морская база на Средиземном море, созданная еще в советское время, и судьба этой базы, как говорит Песков, пресс-секретарь Путина, еще не решена. Эта база играла важную роль в поставках вооружения и другого снабжения сирийской армии во время войны. Мы не заинтересованы в конфликте с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в соответствии с возникающей реальностью на местах. Вчера вечером я снова обсудил все это с моим другом, избранным президентом США Дональдом Трампом. Это была очень дружеская дискуссия, очень теплая и очень важная. Мы обсудили необходимость завершить победу Израиля и поговорили об усилиях, которые мы предпринимаем для освобождения наших заложников. Израиль регулярно наносит удары по сирийским целям, чтобы предотвратить поставки оружия вооруженным группировкам, таким как Хизбалла. Кроме того, операции направлены на разрушение иранских логистических маршрутов и уничтожение сирийских военных объектов, включая заводы, которые режим Башара Асада использовал для производства химического оружия. Лукашенковский МИД заявляет, что собирается участвовать в мирных переговорах по урегулированию в Украине и требует учета своих интересов в финальных договоренностях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич на заседании консультативного совета по делам белорусов за рубежом. Скорее всего, это самый незаангажированный орган. И поэтому мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Беларусь, как страна, граничащая с Украиной, больше других заинтересована в скорейшем завершении конфликта, поскольку сложная ситуация на южных границах негативно сказывается на безопасности и стабильности региона, говорит заместитель министра иностранных дел. Амбразевич называет абсурдными обвинения в адрес Беларуси в пособничестве агрессии. Говорит, Беларусь изначально предпринимала усилия для мирного урегулирования и предотвращения эскалации. Скорее всего, именно об этом шла речь, когда они пропускали через свою территорию россиян в 2022 и предоставляли им свои базы и технику. Несколько сотен человек, а может быть и тысяч, могли погибнуть в результате циклона Чидо на французском архипелаге Майотта в Индийском океане, заявил высокопоставленный местный французский чиновник. Я думаю, что их будет несколько сотен, возможно, около 1000 или даже несколько тысяч. Но очевидно, что, учитывая жестокость этого события, мы все пережили его в своем доме, в своей семье, со своими близкими, со своими коллегами. Я сам был в командном центре вместе со своими коллегами. Крыша оперативного центра улетела. Мы все оказались лицом к лицу с бурей. Как и каждый из нас, но мы пережили это событие. Неизбежно, что число погибших гораздо больше.
По данным Метео Франс, циклон Чида пронесся по Майотте, вызвав ветры скоростью более 200 км в час и повредив жилье, правительственные здания, больницы. По словам синоптиков, это был самый сильный шторм за более чем 90 лет, который обрушился на острова. По словам властей, было трудно установить точное число погибших после циклона. Также нет информации по поводу доступа к пище, воде и другим важным для выживания вещам. К тому же местные власти указывают, что мусульмане хоронят своих мертвых немедленно, и это затрудняет подсчет реального количества погибших. Расположена Майотта почти в 8000 километров от Парижа и в 4 днях пути по морю. Казахстан празднует День независимости. В этот день, 33 года назад, Казахстан стал независимым государством, начав новую главу своей истории. По всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты, выставки, спортивные события. Также в этот день награждают людей, которые внесли значительный вклад в развитие страны. Ну и благодаря празднику казахстанцы получили дополнительные выходные. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.